У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину. И все-то в этой стране для блага человека. И мы все знаем этого человека. А почему Конституция не заточена под женщину, мы тоже знаем. Александр Григорьевич нашу Конституцию все эти 25 лет исключительно под себя точил, как термит. И продолжает точить. 3 референдума провел, а никак успокоиться не может. Работящий такой термит попался. А вообще, что у нас в стране и законодательство заточено под женщин? Ничего. Вот, например, белорусская минимальная потребительская корзина, созданная творческим гением Министерства труда и соцзащиты. Что такое минимальная потребительская корзина? Это тот самый минимум, который нужен человеку, чтобы жить и работать. И все, что ниже этого минимума, это нищета. И вот у меня стойкое ощущение, что создатели этого гениального списка продуктов и вещей либо домашние тираны и жены-ненавистники, либо женщин видели только на картинке, и то издалека. Уверена, любой среднестатистический белорус, проживший женщиной хотя бы полгода, легко рассчитает минимальное количество гигиенических прокладок ей в месяц. А наше правительство, собравшее лучшие умы, пыхтит над минимальной потребительской корзиной, рассчитать минимальное количество прокладок для женщины оказалось не в состоянии. Не шмогло. Все, на что ей хватило, это трусливо пролепетать. Объем годового потребления по данной позиции определяется исходя из фактических расходов населения по статистическим данным. Фух, слушайте, но эти же люди составляют бюджеты страны. Вот эти одаренные во всех смыслах деятели придумали, что женщине белорусской достаточно одного стола на 20 лет. Белорусская женщина может быть сколько угодно легкомысленной в выборе мужей, партнеров, менять их как перчатки, выходить замуж, разводиться, сходиться, но стол у нее должен быть один. Вы знаете, на такие серьезные 20-летние отношения со столом я не готова. Так и представляю себе. Прихожу я в магазин выбирать стол. А мне продавец на кассе. Готовы ли вы жить с этим столом и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Аминь. С вас 200 рублей 15 копеек. По мнению соцзащиты, покупка белорусской женщины стола – это примерно как выбор президента. Ошиблась с выбором и привет. Терпи его 20 лет без права поменять. А стол же не конституция, президент его не сточит. Но лучшие умы в нашем правительстве не остановились на столе. Остановитесь! Ковровое покрытие, по их мнению, расходуется белорусской со скоростью 2 квадратных метра в год. У меня от таких нормативов почему-то сразу вспоминается кладбище. Похоже, этот норматив придумали те же люди, которые ровно накануне коронавируса уменьшили стоимость выплат на погребение каждой белоруске и даже каждому белорусу. Как говорится, держи, белорусская женщина, от щедрот государственных и ни в чем себе не отказывай. Эти же ученые-мужи вычислили, что среднестатистической белоруске хватит 4 трусов и 3 лифчиков в год. Но не положена стиральная машина. И опять трудно поверить, что у создателей сей нетленки есть какая-то жена или подруга. Иначе ее составители бы точно знали, что будет с трусами и лифчиками через месяц, особенно если их стирать руками каждый день. Интересно же вот еще что. Наше правительство решило, что белорусские с детьми по телефону говорить не положено. Учтены только междугородние и входящие звонки. А вот студентки неожиданно от щедрот министерства отваливают аж целую 1 минуту в день. Галочка, ты сейчас умрешь! Как говорится, болтайте и ни в чем себе не отказывайте. И снова о смартфонах. Услуги интернета или мобильной связи, вы, наверное, слышали о таком чуде, не предусмотрены. IT же страна. Мы-то знаем, чтобы меньше звонить по межгороду, можно пользоваться телеграммом, вайбером, ватсапом или каким-то другим мессенджером. А Минсоцтруда и не в курсе. А вот вы, уважаемые зрители нашего канала, как давно вообще вы звонили по межгороду? Из приложения 2 к этому манускрипту мы узнаем, когда государство примерно рассчитывает получить от белорусской женщины 2-й приплод. Примерно после 30 лет. Но молодой даме и, конечно, молодой маме до рождения 2-го ребенка жить в прямом и переносном смысле не сладко. К примеру, кондитерских изделий положено в 2 раза меньше, чем мужчине. Да и после рождения 2-го ребенка сахара выдадут меньше, а меда вообще не положено, потому что худеть надо. А кофе, исходя из этого документа, в белорусском вообще пить вредно, поэтому про него Министерство труда и не упоминает. Нигде. Даже в потребительской корзине для студентов. Видать, кофе – это излишество и влияние буржуазного Запада, а в Ашмянах кофе больше не растет. И вот за кофе сейчас обидно стало. Или вот капуста. Она-то в Ашмянах явно растет, но взрослые белорусские особенно-то не положено. Зато почему-то ее щедрой рукой отвесили предполагаемой девочке-подростку. Я правильно понимаю, что у нас в правительстве сидят люди, которые искренне верят, что от капусты у девочки-подростка вырастет грудь? Синми, да.
Ты должна кушать много кимчи. Я же ем много кимчи. Прочитав другие приложения к нормативному акту, мы узнаем, сколько же жжет электричество девочка 7 лет. 34 киловатта. Вот же ж мелкая вредина. И как это она умудряется делать с одним телевизором, радиоприемником и стационарным телефоном? Книг-то тоже, кроме учебников, там не предусмотрено. А чтобы белорусские особо не ныли про такие скупые нормативы, Александр Григорьевич не устает денно и ночно напоминать, что женщинам на Западе приходится еще хуже. Люди кастрюлями барабанят, люди хотят кушать. Слава Богу, что мы это... А я, в свою очередь, хочу напомнить, что это именно женщины в Беларуси выходили на марши разгневанных кастрюль. Мы тоже так умеем. Можем повторить. Если мы хотим выжить в основном, то мы должны чем-то сегодня поступиться.